Когда мы слышим слово «самурай», в голове сразу всплывает образ сурового воина в латах, с двумя мечами за поясом и с строгим моральным кодексом. Отчасти это правда. Но история самураев гораздо интереснее и сложнее. Это не просто история войн, а история о том, как группа простых землевладельцев смогла подняться и стать правящим классом целой страны на протяжении почти 700 лет. Давайте разберемся, как же это произошло. Переломный момент наступил в конце XII века. Два самых мощных самурайских клана, Тайра и Минамото, схлестнулись в грандиозной гражданской войне, известной как «Война Гэмпэй». Война была невероятно жестокой и драматичной, полной предательств и героизма. В итоге победил клан Минамото. И вот ключевой момент: в 1192 году лидер Минамото, Йоритамо, не стал свергать императора. Вместо этого он убедил императора дать ему титул Сэйи Тайсёгун, верховного главнокомандующего. Фактически это означало, что военная власть в стране теперь отделена от императорской. Йоритомо создал собственное правительство – сёгунат в городе Камакура, вдали от императорского двора. Что это означало на практике? Император остался символом страны, духовным лидером, но реальной власти у него почти не было. Сёгун стал настоящим правителем Японии. Самураи из наемных охранников превратились в правящий военный класс. Они получали землю за свою службу сёгуну и сами становились господами для более мелких самураев. Это был триумф. Те, кто начинал как деревенская стража, теперь управляли страной. Именно в этот период начал формироваться знаменитый кодекс чести Бусидо, что означает «путь воина». Изначально это был не писанный свод законов, а скорее набор неписанных правил: верность господину, смелость в бою, честность, пренебрежение к смерти и деньги. История 47 ронинов – идеальный, хоть и драматичный пример. Ронин – это самурай, потерявший своего господина. После того, как их господин был вынужден совершить самоубийство, 47 его верных самураев отомстили обидчику, зная, что за это их ждет смерть. Они предпочли выполнить долг чести, чем жить с клеймом трусов. Эта история стала национальной легендой. После периода кровавых междоусобных войн к власти пришел Токугава Иэясу, который основал сёгунат Токугава в 1603 году. Он установил в Японии жесткий мир, который продлился более 250 лет. Это была эпоха стабильности, но для самурая-воина она стала началом конца.